Лондон. Город, который одновременно разочаровал и удивил. Он оказался совсем не таким, как я ожидала. Я вам покажу, что мы успели посмотреть за 3 дня и где легко ошибиться. Я была там с дочерью в ноябре 2025 года. Тогда у меня еще не было этого канала, поэтому снимала я все только для себя. Но, возможно, это даже и лучше. Вы увидите Лондон таким, какой он есть на самом деле. Подписывайтесь, будем путешествовать вместе. Если вы не говорите по-английски, будет непросто. Не все готовы вас понять или помочь. Все началось еще в аэропорту. Я вроде подготовилась к поездке, но когда подошла к автомату для покупки билетов, просто растерялась. Цены там высокие, и ошибиться стоит дорого. Мы пользовались карточкой Остер. Цена зависит от времени, дня недели и расстояния. Имейте в виду, в часы пик заметно дороже. На прогулке у нас было всего 3 дня, поэтому каждый час был на счету. С погодой нам повезло, дождя практически не было. Но холод был такой, что пробирал до самых костей. Берите теплую одежду, даже если кажется, что будет нормально. Музей Мадам Тюссо. Дочь сказала, что здесь лучше, чем в Париже, хотя сначала она не хотела туда идти. Билет стоит около 45 евро на человека. Мы там очень много смеялись. Иногда реально невозможно понять, человек перед тобой или восковая фигура. Именно для этого свет в залах музея приглушенный. Анна-Мария Гросгольц – та самая мадам Тюссо, которая родилась во Франции. Ее мать работала у человека, который занимался изготовлением моделей из воска и был достаточно известным скульптором. Именно он и обучал девочку этому искусству с раннего возраста. Первую серьезную работу будущая мадам Тюссо создала в 16 лет. Музеи мадам Тюссо есть также в Амстердаме, в Лас-Вегасе, Париже и Дели. Средняя цена одной скульптуры в музее доходит до $200 000. Трогать можно почти все скульптуры, кроме фигур королевской семьи. Фигуры делаются немного крупнее реальных размеров, потому что воск со временем усыхает. Музей Шерлока Холмса. Он буквально в 5 минутах. Я с детства люблю эту историю, поэтому пройти мимо не могла. Музей очень маленький, и с большими сумками туда не пускают. Внутри все сделано так, как будто Шерлок Холмс действительно здесь жил. Старинные предметы можно рассматривать долго. Больше фотографий вы найдете в моем телеграм-канале. Там же я оставлю вам документы с информацией, которую я собирала для поездки. Парк Риджентс. Он также находится в 5 минутах от этих 2 музеев. Поэтому советую посетить все в один день. Вход бесплатный. Это очень красивое место, но с грустной историей. Когда-то здесь на озере погибли 40 человек из-за того, что треснул лед. В центре парка есть кафе, но цены там очень высокие, имейте в виду. Есть небольшой зоопарк, но туда мы не дошли. Туристы приезжают сюда с целью полюбоваться традиционными английскими аллейками, клумбами геометрической формы и подстриженными кустами. За пределами парка приятно прогуляться и полюбоваться английской архитектурой. Лондонский Тауэр. Во второй день мы поехали смотреть Лондонский Тауэр. Планируйте потратить минимум полдня на осмотр исторического замка и его башен, включая посещение храма драгоценностей короны. Здесь находится один из самых известных и крупных алмазов в мире. Лондонский Тауэр изначально строился как сильная королевская крепость.
В нем содержались заключенные, угрожавшие королевской власти или стране. При посещении тюрьмы я переводила надписи заключенных на стенах при помощи интернета, а при их прочтении по спине пробегал холодок. Жуткое место. Многие заключенные были очень молодыми. Вороны. Они просто гигантского размера. Неудивительно, что лучше к ним не приближаться. Существует легенда, что если вороны когда-нибудь покинут башню, то и крепость, и королевство падут. Музей действительно впечатляет. В некоторых залах запрещено фотографировать и снимать видео. Там кругом камеры и охранники на каждом углу. А мне так хотелось сохранить на фото и видео этот визит. Конечно же, я получила немало замечаний. Но если там разглядывать каждую деталь, то можно зависнуть навечно. Работы невероятной красоты. У меня до сих пор в голове не укладывается, как в те времена можно было сделать такие шедевры. Именно начиная со второго дня наших прогулок мне стало действительно интересно в Лондоне. Уходить было трудно, но хотелось посмотреть Лондон дальше. Тауэрский мост и центр. Поблизости находится Тауэрский мост, примерно в 5-10 минутах ходьбы от лондонского Тауэра, но подняться наверх мы уже не успевали. Дальше мы поехали к Букингемскому дворцу. Внутрь мы не попали, потому что открыт он только в определенные даты. Про дворец много говорить не буду, он сам за себя говорит. Рядом лондонский глаз и Биг Бен, про который мы все слышали в школе. Лондонский глаз – это просто колесо обозрения. Не сомневаюсь, что вид оттуда красивый, но мне не терпелось увидеть что-то более особенное. Биг Бен мне понравился, особенно Вестминстерский дворец. Вот это место меня действительно впечатлило. Очень красивое здание. От Букингемского дворца туда 15-20 минут спокойной прогулки. Виндзорский замок. Сама того не зная, вишенку на тортике я оставила на последний день. Это было лучшее, что мы увидели за всю поездку. Если вы однажды будете в Лондоне, обязательно заедьте сюда. Недаром здесь проходят королевские свадьбы и вечера. Если вы хотите избежать толпы, посетите Виндзорский замок около полудня. Он остается самым большим и самым старым жилым замком в мире. Проживающий и обслуживающий персонал составляет около 500 человек. Замок имеет статус королевской резиденции. В 1992 году в Виндзорском замке произошел пожар. Были серьезно повреждены более сотни комнат и зал. Так как замок не был застрахован, деньги на его ремонт собирали, взимая плату за посещение Букингемского дворца и парка. Именно в этом замке вы увидите самый большой кукольный дом в мире. Впечатляет, правда? И знаете, это как раз то место, где совсем не хочется снимать. Здесь нужно находиться в моменте. Хочется просто смотреть.
личное. Но была еще одна причина, почему эта поездка для меня особенная. Оговорюсь сразу, изначально я летела в Лондон не только ради прогулок, хотя давно мечтала посетить этот город. Здесь проходило мероприятие, организованное Садхгуру. Люди здесь были из разных уголков мира. Нас собралось почти 6000 человек в одном зале. И точно вам могу сказать, что абсолютно незнакомые между собой мы все были как самые лучшие друзья. Столько любви ко всем я еще никогда не испытывала. Здесь-то уж точно мне было не до съемок и фотографий. Организация была на очень высоком уровне. Для меня это незабываемый день в моей жизни, за что я безгранично благодарна Садхгуру. Заключение. Лондон очень дорогой, и мне он показался не самым приветливым городом. Но здесь есть много интересных мест к посещению. Поеду ли я туда еще раз? Вряд ли. Лондон не для всех, но увидеть его стоит хотя бы раз. А вы бы поехали? Напишите в комментариях.